Всех приветствую! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать интересный прибор ET13S от компании Tultop. Это мультиметр с встроенным тепловизором. Причем тепловизор с разрешением 192 на 192, что является достаточно большим для тепловизоров, встроенных в мультиметры. Заявленное разрешение тепловизора 1/10 градуса. К прибору прилагается макролинза, позволяющая изучать мелкие нагретые предметы, такие как элементы на электронной печатной плате. Прибор имеет небольшие размеры и удобно лежит в руке. Рассмотрим, что он реально может измерять и какие фотографии может делать тепловизор. Ссылка на прибор есть в описании. Если вам интересны обзоры измерительных приборов и не только, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Прибор поставляется в такой простой, но крепкой упаковке. Давайте откроем. В комплект идет инструкция на английском языке. Если вы не знаете английского, не беда. Как пользоваться прибором, вы узнаете из этого ролика. Вам могут быть интересны только характеристики прибора в инструкции. Их же можете найти в описании. Внутри упаковки прибор лежит в своем отделении. А тут лежат щупы к прибору и кабель зарядки. Провод зарядки имеет с одного конца разъем USB, а с другого Type-C. Общая длина кабеля около 1 метра. Щупы, которые идут к прибору, стандартные. Также они длиной порядка 1 метра. А это съемная макролинза, которая позволяет посмотреть распределение температур по объектам работающей печатной платы. Она позволяет замерить температуру даже мелких SMD элементов. А вот сам тепловизор. Обычно тепловизор в практике используется редко. Лучше рассматривать данный прибор в первую очередь как мультиметр, а тепловизор как полезное дополнение, когда он действительно нужен. А если возможностей этого тепловизора не хватит для наших целей, то тогда можно взять профессиональный тепловизор, который стоит на порядок дороже. Включим тепловизор этой кнопкой. Прибор имеет большой цветной сенсорный экран размером 2,8 дюйма. Конструкция экрана позволяет управлять им не только прикосновением, но и ногтем или стилусом. Обзорность очень хорошая. Показания видны практически под любым углом. Четкость тоже хорошая. Разрешение экрана 320 на 480 точек. Снизу сенсорного экрана расположены 4 кнопки. Первая – это включение прибора. Вторая – это переключение режима тепловизора и режима мультиметра. Вот у меня включился режим тепловизора. Следующая клавиша – включение просмотра частоты сигнала и скважности при измерении переменного напряжения. А четвертая клавиша – режим Hold или режим ручного выбора диапазона измерений, который работает странным образом, но об нем поговорим позже. Снизу 2 разъема для щупов. Сбоку находится разъем Type-C для зарядки прибора. Сверху находится датчик для бесконтактного обнаружения переменного напряжения. С обратной стороны глазок тепловизора. На него можно одеть макролинзу таким вот образом, чтобы проверять работу электронных печатных плат. А тут крышка, под которой находится аккумулятор. Вскрыть крышку можно ногтем. Под ней аккумулятор на 3,7 вольт и 1000 мАч. Давайте рассмотрим функцию тепловизора, из-за которой я этот прибор и заказывал. Переключаю прибор в режим тепловизора. На столе мы практически ничего не видим.
Так выглядит ноутбук на экране тепловизора. Тут включена цветная палитра от синего к желтому. Как видите, более нагретые участки желтые, а сам экран синий. Сверху желтым отображается температура в центре экрана, красным отображается максимальная температура, а зеленым минимальная. И бегают такие крестики, показывающие, где в данный момент эта температура измеряется. Частота кадров тепловизора 20 Гц, а я записываю частотой 30 Гц. Вы видите небольшие помехи в виде волн. Если смотришь на экран глазами, то изображение равномерное, без этих волн. Сверху есть ножницы, которые позволяют запомнить изображение. И у нас эта картинка запомнится. Где она находится, я покажу чуть позже. Хоть тепловизор показывает картинку в реальном времени с частотой 20 кадров в секунду, но запоминает он только фото. Поэтому возможности тепловизора буду показывать по фото. Эти фотографии можно посмотреть как в самом приборе, так же и перекачать на компьютер. Как это сделать, покажу позже. Для чего может пригодиться функция тепловизора? Во-первых, это проверка теплоизоляции помещений. Прибор легко обнаруживает утечки тепла через пол, потолок, стены, двери и окна помещений. Во-вторых, можно узнать расположение теплых полов, холодных и горячих труб в стене, расположение нагруженной электропроводки. В-третьих, можно использовать в темноте, как прибор ночного видения, как внутри помещений, так и на улице. В-четвертых, можно использовать для поиска сбежавших домашних животных. Прибор помогает их видеть даже в полной темноте, так как они теплокровные. В-пятых, можно использовать для поиска неисправностей в печатных платах электроники. Он обнаруживает повышенный нагрев неисправных элементов. В-шестых, для поиска заторов в батареях отопления, так и для поиска протечек в водном теплом полу. Как использовать тепловизор более подробно, я описывал в другом видео про тепловизор для смартфона. Я там описал методики работы с тепловизором. Советую его тоже посмотреть. Ссылку я оставил в описании. Сверху находится индикатор заряда аккумулятора. Если заряд малый, то необходимо зарядить прибор через порт Type-C, чтобы прибор делал правильные показания. Давайте посмотрим настройки тепловизора и мультиметра. Нажимаем шестеренку. Системные настройки. Здесь мы можем выбрать, что при включении или включалась функция тепловизора, или функция мультиметра. Чуть ниже мы можем задать, через сколько времени прибор отключится при отсутствии активности работы с прибором. Тут можно задать 5, 10 или 20 минут, или вообще эту функцию отключить. Оставлю 20 минут. Чуть ниже мы можем задать язык меню. Тут языки китайский, английский или немецкий. Оставляю английский, для меня он более удобен. Тут я могу настроить время и дату на мультиметре. Оставляю его без изменений. Выходим. Выходим в главное меню. Входим в следующую настройку. Тут мы можем настроить яркость экрана. Я оставляю 80%. Тут мы можем определить время перехода в спящий режим. Тут мы можем включить или выключить звук. Правда, он выключается не для всех функций. Выходим. Дальше заходим в настройки камеры. Тут мы можем выбрать цветовую палитру. У меня сейчас выбрано от желтого до синего. Тут есть другие палитры. Иногда я использую черно-белую палитру. Оставлю цветную. Тут мы можем выбрать, температура будет в градусах Цельсия или в Фаренгейтах. Оставляю в градусах Цельсия. И чуть ниже мы можем переключить режим измерения. Low – это низкотемпературный. При этом прибор замеряет температуру от минус 20 до 150 градусов. High
Это высокотемпературный режим от 100 до 500 градусов. Или мы можем задать режим авто. И прибор сам будет выбирать режим измерения. Выходим. Дальше режимы измерения мультиметра. Тут мы можем выбрать, какая функция будет включаться при включении мультиметра. Сейчас стоит авто. Можно выбрать другую функцию. Например, измерение напряжения. И тут же можем задать, какую функцию будет выполнять крайняя правая кнопка. Можем ее включить в режим Hold или в режим Range. Hold – это заморозка, Range – это переключение диапазона измерений. Я предлагаю поставить режим Hold, и я расскажу позже почему. Выходим. Дальше мы можем посмотреть сохраненные картинки на тепловизоре. Вот у меня уже 4 страницы. Вот та картинка, которую я запоминал при вас. Можем так листать. Выходим и выходим. Включая эту функцию, перемещаем картинки на компьютер. Для этого просто подсоединяем прибор через порт Type-C к порту USB компьютера. И прибор определяется как внешний диск. И картинки легко с него скачать. А дальше версия прошивки, серийный номер, разрешение тепловизора и разрешение экрана. Выходим и выходим с настроек. Давайте переключимся в режим мультиметра. Мы в настройках задали, у нас изначально измеряет переменное напряжение. По умолчанию в настройках задан режим авто. Но я его переключил, и режимом авто я не рекомендую пользоваться, так как любой мультиметр тормозит в режиме авто, потому что ему необходимо время, чтобы определить, какой параметр ему замерять. Подключаем щупы прибора, красный включаем красный разъем, черный включаем черный разъем. Давайте переключимся в режим замера постоянного напряжения. И сейчас замерим напряжение на батарейке. У нас напряжение 1,46 вольта. И можно сказать, что батарейка заряжена. Замеряем напряжение другим прибором. Показания приборов приблизительно одинаковые. Вот у нас сработал вход в спящий режим. Чтобы в него выйти, нажимаем опять кнопку. И мы вышли из спящего режима. Теперь посмотрим, как работает кнопка Hold. Вот мы на нее нажимаем. У нас загорелась надпись Hold. Теперь мы можем отключать щупы прибора. И у нас показания на дисплее заморожены. Нажимаем еще раз. И наши показания обнулились. А теперь давайте замерим напряжение в розетке. Для этого включаем режим измерения переменного напряжения. И замеряем. Вот у нас показывает 219 вольт. Если мы нажимаем данную кнопку, мы можем увидеть частоту 50 Гц и скважинность 50%. Чтобы вернуться из этого режима измерения, опять нажимаем измерение переменного напряжения. Обращаю внимание, что частота отображается еще снизу, под показаниями. Сравниваем показания нашего прибора с прибором, который я обычно использую. Они приблизительно одинаково показывают. Давайте я покажу, что не так с переключателем диапазона измерений. Входим в настройки, мультиметр, переключаем режим Range, выходим. И вот у меня показывает наводки на щупах прибора. Если мы нажимаем сейчас эту кнопку, у нас фактически перемещается только точка. И значение в данный момент умножается на 10, а сейчас на 100. Поэтому я рекомендую функцией ручного выбора диапазона измерений не пользоваться. Давайте посмотрим, как работает режим NCV. Чтобы эта функция работала, нужно, чтобы были подключены щупы прибора. Нажимаем NCV. Подносим к розетке. У нас частота сигнала увеличивается.
и данный индикатор показывает больший уровень. Относим. И как видите, уровень фона уменьшается. Если мы еще раз нажмем на NCV, мы можем определить, где у нас находится фаза. Черный щуп отключаем, а для измерений используем красный щуп. В этом отверстии не показывает, значит у нас тут 0. А тут, судя по сигналу, у нас фаза. Подключаем второй щуп и сейчас будем замерять сопротивление. Давайте замерим разные сопротивления. Вот у нас сопротивление 1 кОм, приблизительно это и показывает. Вот у нас 10 кОм, приблизительно тоже и показывает. И вот у нас сопротивление 220 Ом. Тоже показания мало отличается от номинала. Дальше давайте проверим диоды. Самое большое напряжение падения на PN переходе у синего светодиода. Давайте его и померим. Вот подключили синий светодиод. Светодиод при измерении немного подмигивает. Переворачиваем. Показывает ОЛ бесконечность. То есть мы можем проверить исправность диода, его цоколевку и прямое напряжение на PN переходе. Следующий параметр температура. Она обычно еще и тут отображается на других режимах измерения. Но эта температура нам мало интересна, так как прибор показывает температуру внутри прибора. Она обычно выше, чем температура окружающей среды. Термопара в комплект не давалось. Давайте включим режим прозвонки. Прозвонка работает довольно шустро. Звуковой сигнал звучит при сопротивлении до 50 Ом. Для интереса подключим 220 Ом. У нас отображает сопротивление, но звуковой сигнал не звучит. Давайте замерим емкость конденсатора номиналом 220 нанофарад. Для начала снимаем остаточный заряд с конденсатора и подключаем конденсатор. Вот у нас показало 214 нанофарад, что в пределах допуска. Давайте померим электролитический конденсатор. Вот у нас конденсатор номиналом 47 микрофарад. Снимаем заряд. Подключаем согласно полярности. Вот у нас показало 47 микрофарад, что в пределах допуска. В приборе есть режим построения графика. Давайте построим график помех. Включаемся режим графика. Нажимаем треугольник посередине. И прибор начинает строить график. Прибор сам определяет режим измерения. Но настроек, по которым строить график, практически нет. Все настройки есть здесь. Вот мы нажимаем. Тут можно изменить скорость построения графика и как будет обновляться экран. Если мы вернемся, кнопка Range также неправильно работает. Если мы ее нажимаем, тоже она тут работает в режиме перемножения, что является неправильным. Давайте посмотрим напряжение в сети. Берем розетку, включаем построение графика. В случае с помехами мы хоть что-то видим на графике. Но если смотрим напряжение в сети, то рисуется практически ровная линия. И эта информация для нас практически ничего не несет. Как-то сдвинуть график или его расширить возможности нет. И отследить измерение напряжения в сети тоже не получится. Возможно, есть уникальные ситуации, где эта функция поможет, но я вряд ли ей буду пользоваться. Дальше идет шестеренка. Это набор настроек прибора, и мы его уже рассматривали. Вот такой у меня новый прибор. Лучше, конечно, иметь отдельно профессиональный тепловизор и такой же мультиметр. Но для большинства случаев и этого прибора будет достаточно. Он небольшого размера и его удобно таскать с собой. Ток он не мерит, фонарика в нем нет. Остальные функции для мультиметра есть. Плюс тепловизор среднего класса. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.
Если у вас есть опыт работы с таким прибором, то поделитесь им в комментариях. Подробнее ознакомиться с характеристиками прибора вы можете по ссылке в описании. Поделитесь роликом с теми, кому это может быть интересно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.